Привет, друзья! Если вы были в поисках интересного и увлекательного теста, то считайте, что вы это нашли. Перед вами занимательный тест с самыми различными вопросами. Если постараться, то можно на все ответить правильно. С каким именем связано название неудержимого громкого хохота? Гомер, Аристотель, Диоген. Гомерический смех – неудержимый, громкий хохот. Часто используется для обозначения смеха над чем-нибудь крайне несуразным или глупым. Возникло из описания смеха богов в поэмах Гомера, Илиада и Одиссея. Эпитет гомерический употребляется также в значении обильный, огромный. Какое время принято устанавливать на часах в рекламе? 10 часов 10 минут, 6 часов 30 минут, 8 часов 25 минут. На большинстве рекламных плакатов и в большинстве рекламных роликов часовая и минутная стрелки часов установлены в положение 10 часов 10 минут. Смотрится это так, словно циферблат мило улыбается потенциальному потребителю. Причем даже в магазинах, например, настенных часах, где они ждут покупателей без батарей и не ходят, продавцы зачастую переводят стрелки на 10 часов 10 минут. В какой стране впервые появилась такая обувь, как уги? Канада, Исландия, Австралия. Уги – обувь, изготовленная из овчины, ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой. Впервые появились предположительно в Австралии или Новой Зеландии, однако точное время их появления не установлено. Историки утверждают, что изначально это была обувь фермеров, обитавших в местности с сырым климатом. Высокие ботинки из овчины с мехом внутри хорошо защищали от слякоти, согревали ноги и позволяли заниматься хозяйством в комфорте. Какая валюта используется в Непале? Песо, рупия, дирхам. Национальной валютой денежной системы Непала является непальская рупия. Бумажные деньги появились в Непале не так давно. Еще в 1950-е годы. Зарубежным экспедициям, которые занимались освоением гор, приходилось брать с собой мешки металлических монет, необходимые для оплаты путевых расходов. Непал является достаточно бедной страной. В связи с этим в провинциальных отдаленных городах не всегда можно получить сдачу с крупных купюр. По этой причине необходимо иметь при себе купюры малых номиналов. Какой отдел головного мозга человека регулирует чуткость сна? Таламус, гипоталамус, мозжечок? Чуткость сна у людей зависит от работы области головного мозга под названием таламус. Он способен вырабатывать импульсы, фильтрующие внешние шумы, которые могут разбудить спящего человека. Благодаря какому веществу малина – отличный антидепрессант? Медь, хром, йод. Малина – хороший антидепрессант. В первую очередь, благодаря содержанию меди и других минералов, которые нейтрализуют стресс и помогают бороться с эмоциональными нагрузками. Еще малина может просто успокоить, развеять тревогу. А минералы, витамины и сахар обеспечивают стрессоустойчивость, улучшают память и поднимают настроение.
Каким органом слышат киты? Ухо, жабры, нижняя челюсть. У китов нет традиционных для животных органов слуха, внешних ушей. Они слышат нижней челюстью, от которой звук проникает к среднему и внутреннему уху. Так как у китов слабое зрение и нет обоняния, слух для них – главное чувство, которое помогает ориентироваться под водой, общаться и добывать пищу. Какое вещество является самым пахучим? Аммиак, ванилин, эвкалипт. Ванилин занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее вещество в мире. Он был изобретен как более доступный аналог дорогой натуральной ванили и получил большое распространение в кулинарии, парфюмерии и производстве спиртных напитков. Добавление данного продукта в пищу в небольших дозах придает ей сладкий, ванильный привкус и запах. В производстве духов его любят за способность придавать парфюму легкие нотки элегантности. Какое значение имеет в Японии фраза «намылить шею»? Наказать, раскаяться, вымыться. Фраза «намылить шею» существует в двух языках, в русском и японском. Только в нашем языке она означает наказать кого-либо, а в японском – раскаяться в чем-либо и приложить все усилия для исправления своей ошибки. Что произойдет, если в чаше жадности налить воды больше положенного? Лишнее выльется. Все выльется. Ничего. Этот остроумный сосуд позволяет наливать и выпивать только определенное количество жидкости. Как только человек превышает допустимую норму, обозначенную чертой на внутренней стороне сосуда, жидкость из него вытекает, в том числе и та, что находилась ниже линии. Какой плод в переводе с итальянского обозначает золотое яблоко? Помидор, апельсин, тыква. Томаты – это популярная овощная культура. Название этого растения в переводе с итальянского означает «золотое яблоко», так как впервые в европейских странах выращивали сорта, плоды которых были желтого цвета, само же слово произошло от испанского tomate. Французы овощи называют яблоком любви, потому что они считают, что томаты служат афродизиаком. Удалось ли вам ответить на все вопросы правильно? Пишите свой результат в комментариях, не забывайте поделиться своим мнением по поводу этого теста. А также очень интересно, тема какого теста была бы вам интересна в следующих выпусках.